Итак, как ты наверняка знаешь, совсем недавно вышла новая часть серии игр Resident Evil с позывным Requiem, 9-я номерная часть, уже совершенно точно бессмертной, серии Action Survival Adventure Horror Game. Она моментально наделала много шума, принесла своим создателям в лице Capcom вагоны зелени в крупных купюрах, стала самой быстро продаваемой игрой серии и вообще, чего она только не сделала. Многие из вас уже радостно поиграли, обсуждают новинку, посмотрели чужие прохождения, обзоры, мнения и стали невольными свидетелями того, как некогда оступившаяся серия нелегко, но мощно оттолкнулась от дна, куда ее загнали 5-я и 6-я части, и полетела в стратосферу. Удивительный конвейер, который хотели бы себе, например, фанаты Assassin's Creed, когда за 9 лет с момента релиза 6-й обители зла Capcom выпустила не 2, не 3 и даже не 4, а сразу 6 почти всегда первоклассных игр. Причем ключевое слово тут даже не первоклассных, а игр, когда процесс тебя увлекает, а ты действительно играешь, а не впитываешь чужие норовоучения, становишься объектом социальных экспериментов или жертвой пропаганды, чего бы то ни было. Увлекательные проекты, которым пусть и не получить прописку в лучших играх года, но которыми можно увлекаться, играть, и которые наполнены своим личным безумием и весельем ровно же настолько, насколько они наполнены проработанными механиками и жуткими моментами саспенса. Однако за всем этим упоением величия восставшей из мертвых серии, пнувшей в бездну своего известного соперника из Туманного городка, мы все, да-да, даже ты и я, не заметили то, как Capcom провернула, пожалуй, самую важную и самую невероятную комбинацию в истории видеоигр. Ну а теперь приветствую, меня зовут Бактерия, и сегодня будет всего одна мысль, может даже шизотеория, а может и совершенно случайное совпадение, которое, я уверен, тебя заинтересует. Я должен сразу предупредить, что я постарался обойтись без спойлеров, собственно говоря, сюжета, однако сейчас все, что касается последнего резика, будет потенциально опасным, так что если ты переживаешь, то можешь перейти по тайм-коду, послушать вывод и потом на свой страх и риск смотреть видео полностью. Ну а для смелых мальчиков и девочек я начну с главного. Следующий номерной Resident Evil будет про Криса Редфилда. Так, кажется, я перепутал тайм-коды, так что начну нормально. Requiem — это чудовищно складный и удивительно вписывающийся сиквел всей серии, и особенно того, что Capcom делала последние 9 лет. И у всего этого есть достаточно лаконичное объяснение. Это деньги. И как мы видим сейчас, это огромные, мать их, деньжища. Мы все привыкли думать, что после провалов 5-й и 6-й частей Capcom было очень плохо. И вообще-то это правда, но взгляните на компанию целиком. Помимо злой резиденции, на счету у японского гиганта Devil May Cry, Monster Hunter, Mega Man, Street Fighter, Dragon's Dogma и вообще-то это не Ubisoft. Да, удар тех лет был по любимому дитя, в самое нежное, а значит и самое больное. Однако даже Konami, эксперт в том, как растерять все что угодно, до сих пор стоит на ногах. Так с чего же Capcom было умирать? Так прекрасно понимали и в Японии. Серии нужно было двигаться дальше и развиваться. Были сделаны 2 шага, и оба попали на увесистые грабли. Тогда умные дяди посмотрели на Фудзи, на Сакуру, на то, как мимо по реке проплывает мертвый Silent Hill, съели зеленые травы и поняли, им еще есть чем сражаться. Как итог, в 2017 году, спустя 5 лет затишья в номерных частях, выходит Resident Evil 7. Фурор, когда новостники пестрили, слишком страшный даже для survival horror, что даже по формулировке абсурд, но он дал Capcom понять главное: серия жива, и ее можно и нужно доить. Знаешь же, у индейцев была поговорка, что если лошадь сдохла, то ее надо съесть. Или это у казахов было, неважно. Главное, что в Capcom не знали, поэтому они эту лошадь воскресили. И дальше японцы шли на запах денег, как Рокфор на кусок сыра. Уже через 2 года самый лучший ремейк в истории, по которому до сих пор меряют качество других ремейков. Второй Resident и правда остается чуть ли не лучшей игрой серии, но при этом и опасным шагом, которым можно было проверить, а сработает ли поиграть на ностальгии игроков, повторно использовать старых персонажей и знакомые, но переработанные локации, и вообще примет ли сообщество то, что вообще-то одну из любимых игр комьюнити вытащили из прошлого в современный мир, дали новую жизнь и приказали сиять. Народ
принял. Дальше третий ремейк, через год после предыдущего, система чуть не рухнула снова и снова из-за слишком большой динамики. В Японии тем временем фиксируют, что идти новыми дорогами можно и нужно, но делать это придется крайне осторожно. Следующий год Village, идеальный сиквел седьмой части, который говорит: я идеальный баланс Резидента от первого лица. Бери от меня все, что хочешь. Да, не везде однозначная игра, во многом выстрелившая благодаря Милфхантерам, но мы должны признать, она неплохо держит темп, используя как откровенно хоррорные механики, так и напоминая, что в серии когда-то был Call of Duty. И потом четвертая часть, которая снова сносит игровому сообществу кабину. Capcom гребет деньги лопатой, и мы снова с тобой увлеклись, погрузились в эту красочную историю успеха и не обращаем внимания на главное. Вот тут, в 2019 году, когда выходит второй ремейк, здесь и начинается история Requiem. Что? Давай вернемся обратно в наше время и посмотрим на Requiem немного внимательнее. И будет лучше, если мы представим, что никаких ремейков от Capcom просто не было. Кто у нас тут на главных ролях? Леон Скотт Кеннеди, какой-то больной мужик, без сомнений крутой, но для большинства аудитории он главный герой игр, которые вышли в лучшем случае 9 лет назад, а для большинства игроков и вовсе почти 30-летней давности. Сконцентрируйся, если ремейков не было, то люди помнят о четверке скорее то, что она провалилась на портах и была играбельной только на GameCube, самой по себе провальной консоли. Есть ли у нее культовый статус? Пожалуй, да. Играл ли в нее кто-то из зеленых геймеров? Ответ очевиден. С Грейс ситуация еще тяжелее. Она дочь главной героини игры Resident Evil Outbreak, которую никто не знал. В лучшем случае не помнит, а те, кто помнили, уже заработали деменцию. Она чистый лист, на который можно написать любую историю, какую только пожелает сумрачный японский сценарист, но одной истории недостаточно. Resident Evil уже 30 лет движется на инерции мощных образов. Тирана, Немезиса, Альберта Вескера, вирусологии и, святая святых, корпорации Umbrella, знак которой не видели только слепые, и то не факт. Или он в этой вселенной без ремейков сильный персонаж с бэкграундом, но он для стариков, а мы знаем, хоть и очень хорошо скрываем это, но знаем, что больше всего Capcom любит не свои игры. Она любит деньги. А кто у нас тут есть еще? Ага, напарница Леона Шерри. Девочка с такой же дряхлостью, как у ее подопечного, ибо она появлялась в спин-оффах, в которые играли еще меньше, чем в тот самый, где была мама Грейс. И в этом мире она тоже, в общем-то, никто для массового наблюдателя за серией. Да простят меня фанаты. Она была в шестой части, но ты же помнишь, каков был ее мрачный удел. С противниками еще так-сяк. Виктор Гидеон, который, правда, прикрывается только громким именем Озвала Спенсера и сам по себе как антагонист скорее Зена, так похожий на знакомого фанатам и совершенно точно мертвого Вескера, которого хотя бы знают в поп-культуре. Опять же, Тиран. Да, все еще неплохо, но ты же видишь, какой-то игры, которую еще совсем недавно называли одной из лучших в серии, начинают обмякать ноги, на лбу выступает испарина, появляется тяжелая одышка, а тело становится похожим на желе. Она плывет, не выдерживая того, что она продукт многолетнего плана, который за 9 лет сделал ее в принципе возможной в том виде, в котором мы ее увидели. Но этот мир без ремейков — это, конечно, страшный сон, на который тебе уже достаточно пялиться. Лучше снова взглянем на наш, но уже свежей головой, проснувшись от иллюзии, но понимая, что было бы, если бы не. Без напускной любви к старым играм и без розовых очков о том, что Capcom — это Valve из страны восходящего солнца. В нашем же мире Леон — это идеальный главный герой новой части. Его история начинается в ремейке второй части. Он становится крепче и твердеет в обновленной четверке. Люди, которые узнали о Resident Evil в 2019 году, отлично знают этого парня. Он для них такой же, свой, как и для тех, кто видел его в первом издании образца 1998 года. Еще раз, ключевой момент, его знают почти
все. Больше людей, больше продаж, а значит больше денег. Его саппорт Шерри идет прямиком оттуда же. Это же та самая девочка, которую спасла Клэр, которая пряталась от злого начальника полиции в приюте Ракун-Сити. Ах да, Ракун-Сити. И снова полицейский участок, герой сразу 2 ремейков, которые уже весь обнюхали и оббежали тысячи раз миллионы игроков, для которых 1998 год это где-то в молодости их родителей. И все это закрепляется флешбэками, взятыми прямиком из ремейка, и люди плачут. Да так, будто у них самих прошло 28 лет, а не у Леона и его сверстников, оскуфевших геймеров из эпохи PS1. Ведь это удивительно, не правда ли? Герой, обстановка, события, которые произошли всего 7 лет назад, заставляют буквально плакать людей. Если бы ремейков не было, слезы бы тоже были, но только у малой части олдов, которые с таким же успехом теперь заплачут от коммунальных платежей. А потом приходит Тофу, и людей выносят по второму кругу. Здесь и скрывается какая-то слишком неслучайная магия. Новая часть Resident Evil умело играет на воспоминаниях и ностальгии, которую Capcom сама же и внушила людям. Очнитесь, второй ремейк это не ретро-игра. С тех пор прошло всего ничего, но люди поверили в цельность повествования и мифы, которые им подарили. Даже Зумер верит, что Леон вернулся туда спустя много лет, сопереживает и проникается его эмоциями, хотя ему самому меньше 28 лет. Самая великая комбинация, которую провернули буквально у всех на виду, тихо взяла и сработала. И вот уже Тиран — это не просто заноза в заднице, а тот самый дядя-тиран, который гонял тебя по полицейскому участку, а Вескер, мельком светившийся последний раз в 4-й части, обретает плоть и кровь, как живой. Игра вздыхает полной грудью, расправляет плечи и насмешливо улыбается. Она ожила. Все связалось и надежно закрепилось. Разумеется, это только второй скелет игры. Один из ключевых, но для Реквием более важно было не сломаться под весом своих амбиций и экспериментов. Вернуть в серию дух Resident Evil, где хоррор соседствует с откровенно веселым безумием, а мрачные декорации катастрофы приправляются шутками. Зря шлем не надел. И у нее это получилось, но самое главное, что это вышло именно так удачно только потому, что в 2019 году план сделать ремейк когда-то успешной игры сработал. Последняя часть Resident Evil впитывает в себя так много уже знакомых деталей, так лихо переплетается со второй частью серии, что в голову, я уверен, у тебя тоже, закрадывается мысль, а не планировала ли Capcom так с самого начала? Может быть, нет. Они просто успешно попробовали раз, попробовали 2, 3, и в итоге сложилась ситуация, когда в историю Ракун-Сити и Леона было вложено уже так много денег и времени, что не продолжить его линию было бы как минимум странно. А с другой стороны, еще более странно выглядит целеустремленность Capcom. Она не берет первую часть, начало всего. Хотя ей бы и впрямь не помешало освежиться, она состарилась отвратительно, но нет. А дальше, год за годом, идут игры, которые в том или ином виде вложат свою часть в Реквием. Второй и четвертый расскажут нам историю персонажа. Третий покажет, как умер Мегаполис из буклетов Umbrella. Седьмой номерной сиквел попробует быть хоррором, а деревня будет искать тот самый баланс между «мне страшно» и «мне страшно интересно». Япония удивительная страна. Это тот немногий случай, когда бизнес на полном серьезе может планировать и делает это на ближайшие 50 лет, в то время как европейские страны боятся пролистнуть календарь на 5 лет по тем или иным причинам. Невероятная культура, совсем не похожий на нас народ, из-за которого такие случайности могут быть не случайными. Но, как я говорил, может быть и нет. Даже более реалистично, если Capcom сделала последний Resident Evil
просто умелым продуктом манипуляций над ностальгией, интересами фанатов и обывателей, просто подняла с пола то, что лежало под ногами, дав людям буквально то, что они хотели увидеть. Все сложилось так, как нельзя кстати, чтобы новая игра получилась именно такой. Но меня смущает именно тот факт, что из-за последних 9 лет эта игра на самом деле не могла быть другой. Равно также вероятно, что если план и был, то он сам родился в голове разработчиков случайно, от удивления, что вышло после первого ремейка. Ребята искали что-то, что даст им немного покушать рис и почитать мангу, а в итоге откопали золотую жилу. И ведь не поспоришь, после второй части все вспомнили о своих забытых сериях, и даже, господи, даже Silent Hill решил, что он живой, скажите ему уже кто-нибудь. Я не знаю, как все было в коридорах Capcom на самом деле, и мы узнаем об этом, вероятно, совсем не скоро. Однако я, как параноидальный шиз, хочу верить, что это не случайно совпавшие детали, а кто-то гениально их подстроил друг под друга. Но самое главное, что на это указывают также те игры, которые еще не вышли. Тогда если первый раз японские игроделы провернули этот финт случайно, то развейся событиям так, как мы все думаем, и сразу станет ясно, что они решили сделать мув уже осознанно снова. И да, я снова о Крисе Редфилде. Уже несколько месяцев интернет полнится слухами, что Capcom планирует делать ремейк Код Вероника. Меня удивляет, что этому так рад народ, ведь культовая она вообще-то не была, однако я мог что-то упустить, но главное, что именно там есть Крис. А знаете, где еще есть Крис? Да-да, в уже знакомых нам и зеленым игрокам 7 и 8 частях. Будет забавно, если мы не просто пропустили комбинацию с Леоном, а дважды наступили на грабли, упустив еще и старт предвыборной кампании Криса. Прямо под носом, дважды на грабли, прямо как Capcom. Слухи ходят, что и первую часть пора бы да и сделать снова великой, как ты помнишь, а может даже смотрел мой стрим, что один из главных героев там именно Крис. О пятой части не буду, слишком очевидно. Меня больше всего смущает во всей этой стройной игре японцев только одна маленькая деталь, которая не дает мне покоя с того самого момента, как я ее случайно заметил. Она тихо прошла, ее почти никто не осветил, и она улизнула у игроков под носом, скрываясь в тени громких анонсов, больших трейлеров и дыма хайповозов. Зачем Capcom без какой-то причины одним днем берет и выпускает в Steam оригинальную дилогию Dino Crisis? Срачи обсуждения в комментариях объявляются открытыми, а я весело ухахатываясь убегаю делать новый ролик дальше, попутно проводя стримы. Все ссылки в описании, всех обнял и молитесь, чтобы в этот раз тоже без Т-вируса. Пока! Бит лютый вообще.